Всем здравствуйте! Сегодня вам покажу, как связать вот такую сумочку. Она, в основном ее можно найти по слову Клеопатра крючком. Ну вот, вот такая вот красивая сумочка из рафии. Я вяжу из рафии, которая крученая. Она вот такая вот тоненькая и очень плотная. Плотнее, чем другая рафия, которая как из бумаги практически. Это тоже из бумаги, но она крученная и вдвойне, по-моему, у нее там крученная. Видите, вот эта вот рафия, она такая вот, как сама вообще бумажка. Ну, из нее хорошо можно шапочки вязать. А вот эта вот она вдвойне такая крученная и получается очень крепкая. Вязать я буду в 2 нити. Рафию продается с такими намотанная, как бы, да, и крючок у меня 4 номер. Она продается в таких прям, я покажу, фото поставлю. В общем, их нужно обязательно свернуть в клубочек, ее подготовить. Вот, связала я уже одну вот такую вот часть. Она будет у нас состоять из 2 частей. Вот, и начинаем мы для начала обвязывать вот такие вот колечки. И дальше будем прибавлять рядочки до низа. Вяжется очень легко и быстро, но легко, с рисунком легко, но сама по себе эта рафия, ну, очень тяжелая. От нее будут болеть у вас и пальцы, и руки, и можно натереть мозоли. В общем, немножко сложно с этой рафией работать, конечно. Вот, начнем обвязывать наше колечко. Сделаем сначала первую такую петельку, подставим колечко, рабочую ниточку у нас сзади получается, захватываем рабочую нить и протаскиваем через первую петельку. Она будет у нас считаться первой петлей. Хвостик можно сразу ввязывать туда. Берем также, вытаскиваем ниточку и провязываем столбик без накида. Таких петелек нам нужно набрать 30 штук. Если вы будете делать такого же размера, как и я, если будете делать чуть побольше, можно набрать и 40, но тогда распределение петель сдвинете, ну, по одной петельке, допустим, на одну петлю сдвинете прибавки. Если меньше, точно так же сдвинете на чуть в меньшую сторону с каждой стороны. Ну и просчитайте тогда, сколько, если вы сдвинете по одной петле, сколько у вас тогда получится набор петель. Вот у меня 30 петелек. Я уже одну часть себе сделала, поэтому у меня уже пальцы натерла, и где мне нужно было, уже замотала, чтобы было удобнее работать, потому что, ну, очень тяжело с ней работать. А так сумочка вяжется очень легко. Для этого, если вам трудно вязать, то берете уже крючок побольше, тогда легче будет вязать. Петлю подъема не делаем, развернули вязание, и сразу в первую петлю я провязываю столбик без накида. В последующие будем вязать столбики без накида, но смотрите, провязываем мы, получается, за переднюю стеночку. Вот у нас петельки идут, и мы будем вязать с вами за переднюю стеночку наших петель. Вот они, да, эти передние стенки. Провязываем за переднюю стеночку. Старайтесь вязать сразу, слушать, если надо записать и провязывать, вязать дальше, потому что эту рафию, ну, очень тяжело ее потом распускать. Так, в каждую петельку столбик без накида за переднюю вот стеночку.
обвязали, посчитали. Если у вас, вот у меня, я набрала 29, у меня уже получилось, да, ну, либо вы добавляете в самом начале петельку, либо вот как я в самом конце, она получается самая крайняя, эта петля, первая, которая у нас была, вот в нее я провязываю также столбик без накида, и у меня получается 30 столбиков без накида. И по низу у нас идет такая красивая, как бы такие красивые петли. Теперь второй ряд также без петель подъема развернули вязание и будем ввязывать прямо перед вот этими как бы, да, вот эти вот красивая такая идет у нас линия, вот прям перед этой линией вытянутые вот такие столбики также без накида. Первую петлю мы обязательно их разворачиваем вот таким образом. Посмотрите еще раз, если нужно. И провязали столбик без накида. Первая петля у нас всегда будет идти такая, чтобы она была вот красиво к нам развернутая. Второй столбик вытянутый. 2. У нас мы вяжем с вами прям перед вот этой вот линией. Вниз под столбик. Сначала ее вытягиваем рабочую нить, а потом провязываем. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5. В пятую петлю мы провязываем 2 столбика без накида. Это у нас идет прибавка. Вы можете ее сразу, допустим, отметить маркером. Ну, они так и так будут видны, потом вы это увидите. Ну, либо сразу отметьте себе их маркером. Дальше идет 6, 7. До конца сейчас с вами свяжу. 7, 8. И в 9 петлю мы также делаем 2 столбика без накида. Обязательно вытягивайте до предыдущего ряда, тогда они будут такими вытянутыми, красивыми петлями смотреть. Будут вот такими, да, красивыми. Вытягивайте их обязательно. 10, 11, 12. В 13 мы также делаем 2 столбика без накида. 14, 15, 16, 17. В 18 мы делаем 2 столбика без накида. 19, 20, 21. В 22 петлю мы провязываем 2 столбика без накида. 23, 24, 25. В 26 мы провязываем 2 столбика без накида. 27,
28, 29 и последняя 30 петля. Разворачиваем наше вязание. Вот так красиво получается. Прибавочки отметьте, если вам нужно маркером. Покажу вам примерно, как это выглядит. Каждую, если отметить, будет вам, возможно, легче ориентироваться, где они у вас находятся. Развернули вязание без петель подъема. Сразу в первую петельку провязываем столбики без накида. Изнаночная сторона это у нас будет идти сейчас повторяться без изменений. Здесь мы не делаем прибавочек, здесь просто вяжем столбики без накида до конца ряда. В конце ряда у меня остается такая вот петелька раз, и в самую последнюю еще провязываю 2. Вот так вот таким образом. Разворачиваем наше вязание. Это у нас получается сейчас будет уже 4-й ряд. Но для начала покажу вам саму схему. Вы не смотрите на между ними галочки по 3-4 там, да, это просто я как бы вам нарисовала схему этих самих галочек. Вот сделали прибавки, и потом у нас был, значит, с вами изнаночный ряд. Вот он. Теперь над прибавочкой первая петелька у нас получается одну будем вязать, а во вторую петлю из прибавки будет идти прибавка. Вот она. Теперь на второй половинке нашего вязания, вот мы как бы, да, разделили свое вязание пополам. Вторая часть у нас вяжется зеркально. Если мы здесь вязали 1, 2, то здесь у нас уже будет идти 2, 1. Значит, идет прибавка, а потом идет одна петелька. И, соответственно, с этой стороны, ну там дальше у нас то же самое идет. Сначала идет прибавка, а потом идет следом одна петля. Теперь дальше у нас также будет идти изнаночный ряд, и потом следующий мы будем вязать уже зигзагом. Где у нас была прибавка, в первую мы вяжем прибавку, потом 1, прибавка 1. А с этой стороны уже будет, значит, идти наоборот. Была прибавка, значит, у нас будет идти одна петелька сначала, одна петля, а потом будет идти прибавочка. Будем вязать ее зеркально. Соответственно, высший ряд у нас первую петлю будет идти прибавка, а во вторую будет петля идти одна. Вяжем, значит, зеркально. Сейчас у нас по 3 получается прибавок, да? С этой стороны у нас 3 и с этой стороны у нас 3. Вот разделяем пополам, значит, с этой стороны мы вяжем отдельно, и с той стороны у нас, получается, будет идти зеркально. Вяжутся ряды зигзагом, прибавки делаем. Вот наши галочки, их хорошо видно. Вот она идет, ее видно из нижней петли. Можно смотреть, если вдруг так вам не видно, да, вот из нижней петли видно, что идет галочка. Их трудно не заметить. Первую петельку вытаскиваем рабочую ниточку. Они у нас идут всегда одинаково. Снимаем их с крючка и вот таким образом одеваем. Просто поменяем местами и провяжем. Еще раз. Вытащили рабочую нить, вытянули, сняли, развернулись таким образом и провязали. Вот петелька готова. Теперь дальше у нас идет
Вот она, ее видно даже. Вытянули, обязательно вытягивайте петли. Следующее. Дойдем до, где у нас будут прибавки. Так, вот прибавка. Теперь смотрим, да, видели схему. В первую петельку от прибавки мы вяжем одну петлю, а во вторую от прибавки нижнего ряда мы вяжем сюда сейчас 2 петли прибавочку. Вот сделали прибавку. Дальше по одной. Доходим тем самым то же самое до следующей прибавки. И также провяжем. Вот у нас идет эта прибавочка. И значит в первую петлю мы провязываем одну петлю, а во вторую провязываем 2. Таким образом. Следующее у нас идет также, там третья будет прибавка. Вот она. В первую провязываем одну, а в следующую провязываем 2. Так, доходим до следующей прибавки. Вяжем по одному столбику. Теперь у нас идет зеркальная часть, да? Как мы поделили пополам. Значит, если с той стороны у нас была одна петля, потом прибавка, здесь мы вяжем сначала прибавку, сначала 2 петли, а в следующую провязываем одну. Дальше вяжем по одному столбику. Дошли до прибавки. Я уберу маркера, они мне мешают. Дошли до прибавки. Значит, с этой стороны мы вяжем сначала прибавку, в первую петельку прибавку, а в следующую петлю просто провязываем 1 столбик. Так, дойдем сейчас до маркера. Убираю. Там все и так видно, где у нас прибавка. Можете оставить, можете не убирать. В первую петельку делаем прибавку. 1, 2. А следующая петля 1. Дальше вяжем до конца по одному столбику без накида. Последняя петля у нас будет ввязываться вот сюда, вот за эти 2 душечки в конце.
провязываем столбик без накида. Следующий ряд 5. Развернем наше вязание без петель подъема, сразу в первую петлю провязываем столбик без накида, без изменений до конца ряда столбики без накида. Дошли до конца, самую последнюю петельку такую сбоку, как бы она у нас идет, провязываем столбик без накида, разворачиваем наше вязание. Итак, 6 ряд. Первая петля без изменений, вытянутая и будет развернутая таким образом, и провязываем. Теперь здесь, где у нас были прибавки, мы теперь будем провязывать их зигзагом. Если сейчас я дойду и покажу. Вот у нас здесь шла одна и прибавка. Теперь мы эту, где прибавка, будем уже делать сначала прибавку, потом одна петля. Вот эту одну петлю мы провязываем ее. Один столбик. Теперь где прибавка, мы сначала сделаем в первую петельку прибавку, а потом одну петлю провязываем. Если непонятно, возвращайтесь к схеме, она была в начале, и примерно будет уже понятно. 3 петли провязываем, 3 прибавки провязываем таким же образом, а с другой стороны уже провязываем сначала в прибавку одну петлю, а потом идет 2. Записывайте сразу себе, и тогда, когда будет следующий ряд лицевой, уже вам будет сразу видно, какой у вас идет ряд. Вязать там 2-1, либо 1-2, тогда вы не потеряетесь. Следующий ряд 7 идут столбики без накида. Изнаночный ряд у нас без изменений. Восьмой ряд. В 8 ряду мы продолжаем вязать все точно так же. Прибавочки у нас идут зигзагом. Теперь у нас с правой стороны мы будем провязывать сначала одну петлю, потом 2, а с левой стороны сначала 2 петли, потом 1. Записывайте себе обязательно, будет наглядно, вам тогда это все видно. Даже по рисунку их уже видно, как у нас идут галочки, видите? Сейчас 1, 2 провязываем, а с той стороны 2, 1. Так, развернули вязание. В 9 ряд у нас идут столбики без накида. Здесь идет без изменений. Так, в 10 ряд, и здесь у нас нужно провязать только 2 крайние, центровые мы не провязываем. Также с другой стороны тоже 2 крайние прибавки. Центровые прибавки мы их просто провязываем по одному столбику без накида. Провязываем прибавки, делаем только по краям 2. Еще раз покажу. Прибавки делаем только в эти 2. Центровые мы пропускаем. И крайние 2 также сделаем прибавки. Разворачиваем вязание. 11 ряд у нас идет без изменений. Столбики без накида.
Дальше 12 ряд мы будем провязывать полностью без прибавок. 13 ряд столбики без накида. 14 ряд без прибавок. И уже встретимся с вами в 15 ряду. Это у нас будет изнаночная сторона. Вот на изнаночной стороне как раз с вами потом и встретимся. Сейчас я вам примерно покажу уже, сколько получается у нас. 10 сантиметров у меня уже сумочка. И в ширину 35. В ширину 35 сантиметров. Сейчас разворачиваем наше вязание. У нас идет 15 ряд, изнаночный. Что мы делаем теперь здесь? Сразу в первую петлю просовываем крючок и делаем соединительную петельку. Делаем как бы убавление такое сейчас будет у нас. Раз, соединительный 2, соединительная петля 3, соединительная 4, дальше 5 и еще одна 6. 6 петелек, и мы передвинули наше вязание. Следующая 7-я, мы уже дальше будем вязать просто столбики без накида. Столбики без накида. Почти до конца ряда. В конце ряда нам также нужно оставить 6 петель. Мы их будем не провязывать. Оставить их не провязанными. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 6 петелек я оставляю, не провязываю. Разворачиваем наше вязание. У нас идет 16 ряд. Так, в 16 ряду будем делать заново прибавки в новых местах. Смотрим внимательно и сначала смотрим, записываем, потом вяжем, чтобы не было каких-то недопониманий. Первая петля у нас остается также красивая, чтобы была. Вторая петля, третья, четвертая, пять, шесть, пять было. Вот эта петля у нас 6-я. Семь. 8. 9. 10. Уже поняли, да, что тяжело с такой рафией работать. 11. 12. И в 13-ю петлю мы делаем прибавку. 13-я петля у нас идет прибавка. Отмечайте себе ее, если хотите, маркером. Дальше 14.
15, 16, 17, 18, и в 19 петлю мы делаем прибавку. Я специально не забегаю вперед, вам быстро говорить, когда прибавки, для того, чтобы вы были более внимательны и потом не сказали, что это все происходит очень быстро. Потому что есть такие, кто говорит, что это очень быстро торопятся. Следующее идет 20. Ну и для того, чтобы вы смотрели видео до конца. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. В 28-ю мы делаем прибавку. Двадцать 29. 30. 31. 32. 33 и 34. В 34-ю петлю мы делаем прибавку. Вот таким образом. И теперь довязываем по одной петле уже до конца, не ряда, а где у нас было также минус 6, да, петелек с краю. Вот до того момента мы вяжем с вами. Вот у нас здесь получается последняя петелька. Так, край у нас также остался, эти 6 петель. Считайте, будьте внимательны. Разворачиваем наше вязание. И теперь изнаночная будет у нас повторяться постоянно одним и тем же образом. Мы провязываем 3 соединительные петли. 1, 2. Тем самым будем как бы наше вязание, нашу сумочку уменьшать.
Теперь дальше в конце также оставляем 3 петли, вяжем дальше столбики без накида, оставляя 3 петельки последние. Так, 3 петли оставили. Моя самая крайняя получается боковая, она первая, потом вторая и третья. Разворачиваем наше вязание, и теперь у нас здесь будут начинаться прибавки. Сначала мы провяжем 2 прибавку, потом одну с этой стороны, 2, 1, а с этой стороны 1, 2, 1, 2 и до конца ряда. Вот с этой стороны у нас прибавочка, это у нас 18 ряд. Здесь мы провязываем первую петлю сначала прибавку, 1, 2, а в следующую петельку провязываем 1. И следующий маркер получается точно так же. А с этой стороны получается зеркально. Мы сначала провязываем 1 петельку, 1 столбик, а следующая идет 2, прибавочка. Ну и соответственно следующий маркер провязывается точно так же. Довязали не до конца, там у нас остаются 3 петельки, да, их не забывайте, можете также отставлять маркер. Опять у нас идет изнаночная сторона, и мы опять с вами провязываем минус 3 петли, минус 3 соединительные петли. Это у нас с вами 19 ряд. Дальше вяжем столбики без накида. В конце не забудьте оставить также 3 петельки. Раз, два, 3 я оставила. Разворачиваем наше вязание. 20 ряд. Провязываем 20 ряд, все точно так же, но где есть прибавки, мы их меняем местами, да. Теперь мы будем провязывать в первую петельку. Теперь мы провязываем в первую петельку 1, потом идет 2, 1, 2, а с этой стороны 2, 1, 2, 1. В конце ряда довязываем до конца ряда. Так, следующий 21 ряд изнаночный, провязываем минус 3 петли, 3 соединительные с этой стороны, 1, 2, 3. Дальше у нас идут столбики без накида, в конце не забудьте оставить также 3 петли. 22 ряд мы вяжем все точно так же. Где есть прибавки, мы вяжем в прибавках зигзагом. Потом у нас идет изнаночная сторона, также минус 3 петли. И также оставляем, да. 24 ряд мы вяжем все точно так же, идет зигзагом. Потом идет 25 ряд изнаночный, минус 3 петли соединительные. И встретимся с вами в 26 ряду. 26 ряд у нас получается лицевой. Вот так вот уже получается у нас. Здесь сейчас будет прибавочка в новых петлях. Первая петля у нас идет, как всегда, с разворотом. У нас крайние, получается, прибавочки ушли, поэтому мы сделаем новые прибавки. Мне уже очень трудно вязать становится. 1, 2, 3,
4, 5. И в шестую мы делаем прибавку. 1, 2. В шестую петлю у нас идет прибавка. Отмечайте ее маркером, чтобы было более вам понятней. Следующее, где у нас была прибавка, мы делаем также. У нас идет 2, 1. Потом следующий синий маркер мой у нас идет 1, 2. И в конце также нужно отметить. Смотрите, у нас были 3 вот эти вот соединительные петельки. Мы их отсчитали, мы их не трогаем. И потом отсчитываем 1, 2, 3, 4, 5, значит 6, да. Если у нас в начале было 6, то и в конце у нас также должно быть 6. Ну, чтобы было вам более-менее удобно эти последние 6 найти, высчитываем, значит, сколько после, вот смотрите, с зеленого до красного маркера, сколько я провязываю. Значит, с синего до следующей прибавки столько же петель у нас и должно провязаться. Зигзаг мы сохраняем. Двадцать седьмой ряд мы провязали изнаночный также по -3 соединительные петельки. Теперь 28 ряд, где у нас лицевой, где у нас есть наши маркера, прибавочки, также их провязываем зигзагом. 29 ряд, минус также 3 соединительные петельки. 30 ряд у нас получается, провязываем полностью без прибавок. 31 ряд мы провязываем уже без убавок. Вот он будет 31 ряд у меня уйдет. Изнаночный, он идет без убавочек. Вот эти вот 3 соединительных петель уже нету. В 30 ряду лицевом мы провязали полностью без прибавок, а в 31 вот этих без убавочек. Дальше мы с вами уже будем обвязывать наши края. Так, у нас смотрим нижний край, сразу вот в эту петельку в угловую получается. В угловую петельку провязываем столбик без накида. Это у нас идет изнаночный ряд, и поэтому у нас идут такие коротенькие столбики без накида. И получается те самые 3 петли, 1, 2 и 3, которые мы оставляли, делали соединительными петлями, да, либо те, которые оставляли. Дальше у нас также в уголок сначала провязываем. И также 3 петли, которые остались у нас. В общем, здесь зависит, сколько петель с этой стороны вы сейчас провяжете. Обязательно их считайте с самого начала, когда начинаете обвязку края, чтобы с другой стороны, когда будете делать обвязку края, у вас вышло точно такое же количество петель, ни больше, ни меньше. Тогда будет сумочка идти равномерно по петлям. Довязали до конца, разворачиваем наше вязание на лицевую сторону и теперь провязываем все точно так же такими же вытянутыми столбиками без накида, как и вязали до этого, до следующего края получается.
Вот в этом крае мы точно так же сначала в уголок, потом остальные наши петли, также в уголок и в остальные наши петли. Просто столбики без накида будут идти в нижний, да, получается, столбик, как мы вязали до этого, не в саму петельку, а в нижний наш столбик, где был вытянутые петли. В этом ряду, потому что мы вяжем с вами вытянутые петли. Не перепутайте, не просто столбики без накида, а вытянутые петли до конца ряда. Когда провязали, вот такая у нас уже получается. Ее сейчас, значит, нужно отпарить, чтобы продолжить вязать, чтобы она легла ровненько. Отпариваем ее и дальше, значит, вяжем изнаночный ряд столбики без накида, потом на лицевой стороне будем провязывать вытянутые столбики, потом изнаночный, потом вытянутый. Примерно таких нужно провязать 3 ряда лицевых. Получается, сколько там, 6 рядов, да, примерно, чтобы у нас немножко наша сумка закруглилась. Они вот так будут выглядеть как раз 3 рядочка, 1, 2, 3. Она у нас начнет немножко так скругляться. Если вы хотите, чтобы у вас сумка была снизу более широкая, значит, вы эти ряды продолжаете вязать чуть побольше. Вот, если не хотите, значит, не надо. Так, теперь я сделаю обвязку. Я закончила, получается, на лицевой стороне. Она у нас получается с левой стороны, мы там заканчиваем. Вот, но обвязку я буду делать соединительными петлями, опять возвращаясь к нашему лицевому ряду. Значит, с той стороны мы ниточку оборвали и вернулись к нашей лицевой стороне. Обвязка идет простая, столбики без накида. Не хотите делать эту обвязку, пожалуйста, не делайте. Начинайте вязать вторую сторону и уже просто 2 потом части снизу пришьете. Либо можно будет их сделать из них также столбики без накида, обвязать, либо соединительными столбиками обвязать, либо пришить их просто, либо прострочить их 2 части. В общем, выбор за вами. Дальше уже все просто. Я пришила 2 части, пришила подкладку. Как чувствуют у вас ваши ручки? Стерлись, не стерлись? Как вам вязание? Легко ли вам было? Пожалуйста, пишите комментарии, пообщаемся. Что непонятно, спрашивайте. Всем отвечу. Подписывайтесь. Обязательно ставьте жирный лайк за такую работу. Всем пока-пока.